Всем привет, друзья! Вы на канале Brawl Stars, с вами Лана, и я на LAN-турнире по Brawl Stars. Всегда мечтала сказать это. Игроки в арене уже с самого утра говорят, что не нервничают, играют праки и готовятся. А мы сейчас с вами посмотрим, как выглядит арена, и я проведу вас к самим игрокам. Погнали! Тут нас встречает зал, полностью украшенный артами из Brawl Stars. Они идут вдоль всех стен, так что тут просто одна сплошная фотозона. И я вот пошла делать фотографии. Вот мой братик Ливон. И вот мы подошли к главной сцене, прям в сердце этого зала. Она очень необычно выглядит, очень красивая. В центре стоит кубок, который вы могли видеть уже в предыдущем влоге. И ребята постоянно на него смотрят, будто бы знают, за что соревнуются. И кубок, между прочим, один из самых красивых, которых я видела. Смотри, какой маленький. Зал, на самом деле, не очень-то большой, вмещает в себя 300-400 человек. Но вот вчера, например, большинство из них это были сами игроки, которые наблюдали за игрой своих коллег. Тут у нас сидят кастеры. Интересная информация: из 4 кастеров только один, Тедди, ставил предикт на выигрыш Нави в сегодняшнем дне. Сейчас мы находимся за сценой. Тут, например, находится гримерка, где игроки должны припудриться перед выходом на сцену. Также небольшой кейтеринг, чтобы перекусить, выпить воды, чая. И также здесь находятся практис-румы и столы, за которыми играют игроки и попеременно переходят из одной локации в другую, потому что все не могут поместиться в практис-румах одновременно. Но завтра ситуация поменяется, потому что из 16 команд останется только 8. Сегодня у ребят первая игра против Tribe NA. Играют все, кроме Алексея. Они так решили. Он будет участвовать уже в 3-м матче завтрашнего дня. И вот сейчас они практикуются с самого утра в арене. Можете посмотреть, как. Ульта есть? Около. Он отскочил. Пока гаджет дал, и это тоже. Бустер лоу. Плохо погриф. Плохо попал. Ультает. Тут? Бустер лево. Не хилится. М-слов. Гелу. Гелу не дам захилиться. Минус гел. Макс гаджет добью. Минус. Хорошо. Ты который? Тут Макс бегает, и Эмс бегает. На скорость бегут. У меня 2. Помогу. Можете заходить еще. Так, мы вытянули Ярика на 5 минут узнать у него, как вообще его настрой, как твои вот дела, как настроился на этот день. Ну, в принципе, все отлично. Мы сегодня нормально, в принципе, поспали. У меня перед важными днями всегда такая тема, что мне снится то, что я просыпаюсь и вижу то, что я уже куда-то проспал. То есть, допустим, сейчас на улице ночь, 4 утра, а мне снится то, что сейчас уже 12:36, я проспал первый скрин. Я так просыпался всю ночь. И вот уже в 8 утра встал. Ну, в принципе, выспался, все отлично. По волнению вроде бы ничего нет, но оно, конечно, появится перед турниром. Когда уже на сцену будете выходить. Да, но я не думаю, что волнение на меня влияет. У меня уже с этим есть опыт, когда оно на меня влияло, когда я уже умел его контролировать. Поэтому думаю, что в этот раз все получится. Я думаю, что когда вы начнете играть, ты сможешь абстрагироваться, вообще забыть о том, что происходит. Да. Как ты относишься к формату турнира без нижней сетки? И нижняя сетка, мне есть один минус, который мне не нравился, это то, что команда, которая, допустим, проходит по верхней сетке и выкидывает в нижнюю какую-то уже команду, побеждает, она потом возвращается, выходит в гранд-финал и выкидывает, допустим, команду, которая прошла по верхней. Типа у верхней, например, в ПС, не было такого, что у нее есть какое-то преимущество. То есть команда, которая вылетает, у них есть второй шанс, команда, которая прошла гранд-финал по верхней, у них нет второго шанса. И это по мне несправедливо, но если
давать, допустим, бонусный там сет, очко, типа, знаете, в первом, ну, в гранд-финале команде, которая прошла по верхней, тогда я хорошо отношусь. Тогда Но был если, бонус. Ага. но если, да, команда, которая просто проходит по верхней сетке в гранд-финал и вылетает, и у них нет второго шанса, это нелогично, как по мне. Согласна. БО5 и БО3, по-твоему, оправданные? Да, конечно, ну, Бо7 играть очень долго, Бо5 вообще идеально. Ну, БО7 будет в финале. Да, Бо7 это будет финал. Это уже, знаешь, когда рефлексы будут играть, эмоции переполнять, и ты уже выдохся, играть чисто на рефлексах, и Да. там на каждой вообще катке будут хайлайты какие-то, потому что Да, ну, по-любому. очень много ошибок будет, и какой-то игрок будет жестко ловить волну какую-то, будет раздавать. Ну, короче, гранд-финал точно будет интересный. Мой предикт, что гранд-финал будет с Аминой и Нави. Посмотрим, что получится. И мне кажется, что если мы сможем сыграть свою игру и показать то, как мы играем в обычное время, тогда у нас все получится. Вчера вы смотрели на другие команды на сцене. Представляли ли вы себя на их месте? Да, мне очень интересно будет посмотреть из лица игрока, как выглядит весь этот зал. Но прикол в том, что важно еще не принимать ну, какие-то там провокации от болельщиков, мне кажется, чтобы Да. они залезали как-то в голову, поэтому в то же время и во время матча я не хочу смотреть на болельщиков. Да. А ты заметил, что вчера как-то команды, в принципе, не очень эмоционально реагировали? Вот, кроме Стамины, пожалуй. Стамина там хотя бы OG такой, типа, мы победили, остальные, типа, просто брали, уходили, либо такие, выиграли, классно. Ну, АКМ тоже очень сильно расстроились, прям еще там на арене. Ну, наверное, это потому что БС-сцена, киберспорт — это новая, ланы, типа, такие для многих команд новые, и они еще не умеют до конца вести себя на публику. Да, скорее всего. Что-то особенное заметил в поведении команд вчера? Трудно сказать, но типа уверенность Стамины, она очень крутая. АКМ, кстати, я помню просто, как они радовались каждому убийству, каждому выигранному раунду. Это очень глупо, когда ты прям настолько заряжен, что Слишком много эмоций. слишком много эмоций, и ты после каждого вообще момента начинаешь орать. Типа, ну это вообще лишнее. Да. Нужно оставаться немного хотя бы эмоции контролировать во время матча. Да. Почему, как ты думаешь, все же не разрешают играть сидя? Ну, как мне сказал Ким, это тот человек, который, в принципе, это правило придумал. Ага. Он, получается, говорит, что во время того, как ты стоишь, тебе легче как бы там фистбамп передать, какие-то эмоции показать. Ты постоянно, ну, типа, двигаешься там, чтобы на одной ноге не стоять. А когда статично сидишь, это как бы, ну, по мнению их, не очень логично. Типа, не очень эффектно для шоу. Но при этом, не знаю, типа, вот я конкретно уже была репетиция, где мы там стояли и играли, и в отеле тоже играли стоя. Мне капец как неудобно играть стоя. Я не знаю, повлияет ли на меня конкретно на матче, но это как просто шагать в темноту, ты просто не знаешь, что произойдет, повлияет это или не повлияет, но если мне получится найти свою комфортную игру, тогда все будет отлично. Главное, вам до этого достаточно насидеться, знаешь, чтобы ноги не устали, мне кажется. Ну да, ну мне кажется, усталость не будет, потому что как бы постоянно двигаешься с одной ноги на другую, но мне кажется, что все-таки то, что как ты нашел свое положение айпада, оно будет очень сильно влиять. Потому что у меня есть такое предчувствие, что я буду после каждого раунда менять положение айпада. Кто из команд во вчерашнем дне не оправдал твоих ожиданий? Блин, Ватра. 100% Ватра. Я думал, хоть в один раз они перепикают соперников. То есть, как по мне, у них очень была такая ошибка. Вот в первом сете они перепикали, но там вот несправедливость это показывалось. То, что у Чува, даже когда они имели хороший пик, у него просто лагал на самом ключевом персе. По итогу они проигрывают первый сет, а потом дважды их перепикивают. И они как бы не старались, они реально очень хорошая команда, но, к сожалению, вылетают в первом раунде. Да. Ну и последний вопрос. Твои родственники будут смотреть, болеть за тебя? Да. Я думаю, что, отец точно будет смотреть, я не знаю, как насчет остальных, но отцу я говорил про это, он, думаю, будет смотреть. Ну, еще близкий друг есть, Бек, он тоже должен, по идее, смотреть. Ну, типа, он как для меня как семья. Ладно. Получили эксклюзивный пин мы. Красивый. Ярик, предикты на сегодняшний день. Давай. Пойми, можешь... Drive Gaming View из S.
Раймон. Один из снайпов? Зета, Так у меня 3 аккаунта. Zero и Чесмак Пэр. Чезмак. В смысле? Прокачал? Ну, дальше понятно. Что, деньги? Да? Реконик или СК? На СК. каких играешь? Зета явный фаворит, но просто хочется верить в то, что что-то случится. Один такой самый непредсказуемый предик поставлю, пофиг, вдруг сбудется. Ну просто чесноки тоже хорошая команда. Мы учимся делать массаж пальцев. Некоторые команды делают такой, некоторые используют грелки, а некоторые прям массажи. Короче, вот так нужно выворачивать руку. Так, вытягивать пальцы. Короче, пальцы это самое дорогое, что есть у киберспортсменов по правилу. Разминаемся. Эй, Аурум, за кого болеешь? Привет. Вы давно болеете за Нави? Нет, в этом году только. Как вас зовут? Маша, А откуда вы? я с Каменского. Ой, класс. Петровск. Очень круто. Швейцария, но вообще не Петровска, поэтому. Играешь в Brawl Stars? Да. Фанатка? Да, 2 года. Класс, и ты только сейчас узнала, что Нави это украинская команда? Конечно. Ну, я раньше вообще не знала, что украинские команды, они компетентные. Поэтому сегодня у вас 3 человека в зале. Мы все болеем. 4, так что в любом случае. Tyrant is getting everything he wants in this middle part of the map right now. Well, fast track back to spawn in that case, but still, as Livy's able to make the trade respond, QB going to get pressure from the backside, has to waste a couple shots on those Evelings as they pressure down. Another damage amplifier from Zulan here. But really just to try and block some of these shots as Cubic lays it on thick. It's not enough though. Here comes Zulan posturing aggressively. It's 27 and counting on the safe. And Tyrant will stand once the smoke clears. Up here, now looking for a flank, but as Livy is keeping him under the thumb for the entire round. Tyrant shots are coming in and it's a trade at best for MMA, not what he's looking for. Tyrant now wants to try and extricate himself from the situation as Cubic and Angel Boy are looking imperious on the point. Well, I think the Tribe, they can just get a little bit here and there. It's only 11% needed one to take down there from Zulan just to relieve a little bit of pressure. But Navi have done a wondrous job so far. Now the Penny turret is starting to connect in for 3% now, and Tyrant with a lovely takedown will take the game. Что можешь сказать о первых 2 раундах сетах? Я не знаю, что У сказать. нас нет слов. Не, вообще да, просто да, было жестко, печально. Но сейчас все будет. Да. Сейчас третий, сейчас все сделаем. Есть еще один сет. Leave the grassy area. Remember that ball is still back in that corner here. Tribe looking to try and gain an advantage before they really start to move up. Zulan now retrieving the ball. Again, MMA standing out as Livy and leaving him like a sitting duck there. Cubic coming through as well. The pass can be there. It is. Will the goal happen? He's There's so the healthy. friend zone coming in though, and the super to follow up. Beautiful defense from Tribe. Yeah, love the knockback there from that Ames gadget. Now the speed coming in, and that is a concern, but as Livy just knows to spray down that ball and try to deter the situation, it's going to be so close, but I feel like Navi have got some good momentum. If Angel Boy goes down, though, that could change things. Cubic as well needs the speed to back up, and he does go down. A great opportunity, but can Tribe seize this? Cubic might have to try and force back here with the super. Yeah, he pops it straight away, sends it in this direction. Cubic will fall now. 7 seconds left in the round. Angel Boy's going to force them back, and a score is unlikely at this stage. 2 seconds to go. No super shot for Angel Boy.
feel like MMA's had the better of Ezlivy a lot of the time in his side lane, punishing with that Gale Force, getting stun connection. MMA's able to sort of turf him out, push him back towards his side of the map. Can do, pop by Zulan. Cubic now trying to pinch, and Ezlivy's going to go down. This is looking scary now. It's only going to be Tyrant standing. Cubic locks it on in, or at least he will. Needs to send a message first. Message received. Just taking their time. Speed coming in from Navi, and they've got to just make sure that they get some takedowns. Ezlivy gonna go down here. But the ball in a good spot. Tyrant as well can use that super if he needs. My goodness. He's got the ball now as well. Cubic comes in, but didn't quite grasp it at the same time. I think there wasn't a chance to shoot, but Ezlivy just coming in and causing a bit of a body block there. Another Gale Force there, friend zoner, forcing MMA back. Cubic starting to converge on them now, but Angel Boy has to back away. Navi can't get both their side lanes in order here, and Cubic's gonna flatten Ezlivy once more. This is dirty stuff. Cubic gonna go in. Oh, Zulan out of position there. A lifeline. Le but, c'est vraiment pas d'aller marquer rapidement, c'est d'aller chercher. Ça peut être un but cette histoire. Well, Supply Drop comes in. Tribe know they've got the momentum on their side, and Angel Boy brings in some speed. But Cubic is worried about the threes. He can't go in to Zulan too quickly. MMA with a great stun again. But Cubic can't really push us at the moment. It's open! It's wide open! That is a huge miss! And Tribe Gaming an A will take it home! Les Tribes qui n'auront pas eu les deux équipes. GG aux joueurs de Navi et GG bien sûr au Tribe Gaming NA. Опыта набрались, но все равно недостаточно. Так, да. Сильные ребята в любом случае. К сожалению, на этом этапе турнир для наших ребят заканчивается. Мое мнение, что нервы сыграли свою роль. Первый лан-турнир для ребят и огромное количество болельщиков Tribe в зале. Это все не сыграло нам на пользу. Но завтра я постараюсь выцепить кого-то из ребят, чтобы узнать их мнение. Так, Петь, хотела первое, что тебя спросить, как твои были, в принципе, ощущения на сцене впервые в жизни? Ну, понятное дело, не на ММА-сцене, но на лан-турнирах. Ну, даже если ты хорошо настроился, ты как бы все равно не можешь подготовиться к тому, чего не знаешь. И первое ощущение было, что как будто чуть руки не слушаются. То есть, как будто ты в какой-то среде, где у тебя... Ну, лично у меня тревога, волнение было, но тревоги сильной прям не было, чтобы я горел там морально. И как бы ты свой мозг нормально зарядил, дал ему установку, что тебе надо делать, а руки вот как будто чуть-чуть не идут. Ну вот, это, наверное, первое, что я прочувствовал, особенно вот в самом первом сете. Больше, типа, времени там провел, уже начал больше включаться, и там еще момент был. Там подключаешь наушники, там всякая аппаратура торчит, есть какой-то элемент, он торчит как трубка такая, и получается, когда ты сидишь над драфтом, пики смотришь, твой провод от наушников маленький, который внутри, они обходят через эту трубку. Когда ты уже поднимаешь, начинаешь играть, и они как будто у меня чуть наушники не слетали. И у меня это происходило каждую катку. Блин, это капец как отвлекает, чуть-чуть наверное. мешало, но не прям сильно, что я все из-за этого там проиграл, но как бы много, да, нюансиков неудобных было. Ну, насчет вот этого, в принципе, мандража в руках, ты ожидал, что такое может быть? Да, я думаю еще, что там тебя собирают заранее, ты на лесенке стоишь, ждешь команды, когда тебя выпустят, и мы уже там стояли, когда только запустили какой-то мультик-трейлер, и еще 5 минут стоишь ждать, и вот это ожидание очень нервировало сильно, типа прям дискомфортно было там находиться, везде свет, и ты просто сидишь, ждешь, когда этот трейлер пройдет, не очень приятно было. Смотрел в зрительский зал? Как будто зрение плохое было. Ну, не то, что у меня плохое зрение, а то, что для меня все было просто все единое целое. Я просто смотрел вот вперед и ни на каком именно не фокусировался. У меня вот просто картинка была, народ вокруг и все. То есть это не особо сильно мешало. Слушай, ну наши зрители и я, мы можем в принципе только гадать, что там могло пойти не так, там пики или какие-то ошибки. Но было бы круто, если бы ты мог по сетам хотя бы минимально рассказать, ну, твое мнение, что произошло. Если начинать с самого начала, это по пикам, наверное, первую, вторую карту мы играли
не тем, что постоянно треним, или даже если те же персы, мы пикали их в другом варианте, кто кем играет. И начало у нас сразу не пошло, но в душе не было какой-то тревоги, что все, один пролетели, все, дальше пойдет. А пики тренерские? Да, и была проблема, что если у тебя тренер с тобой на сцене, не как оправдание или отмазки, просто есть момент, который особо никак не пофиксить. Если тренер с тобой сзади стоит, он просто вот так тебе к планшету смотрит, и ты вот так листаешь, и он все видит. У нашего тренера такой картинки не было, и как бы из-за этого тоже были траблы. В каких-то сетах он нас просто спрашивал, какие из персов еще доступны и есть. То есть мы ему говорили, обычно все работает так, что тренер просто говорит, вот это они сейчас пойдут, вот этим сразу отвечать. Вот было примерно так, когда у нас все хорошо идет. В этой ситуации мы просто перечисляли, кто еще остался, кого еще можно взять, и мы вот просто вот так пальцем не... Время тратится, ну конечно, да. Да, плюс важный момент, если бы, ну, это все глупо сказать, вернуть назад, все поменять, но если бы я знал, как жестко мы отлетим в первом сейфе, мы бы рискнули и пошли бы тем, что мы хотели. Когда еще был в Сербии, и мы вот только начинали скримы, пришла одна идейка в голову взять бустера, который включает щит. Там же 3 ряда, 3 канала. И в основном тебе можно даже никого не убивать, тебе надо просто сломать их сейф. И у нас была идейка, 2 стреляющих, очень жестких дамагера, Кольт и Брок, прячутся за ним, идут вместе с ним, он включает щит, и пока его пытаются все добить, они просто по сейфу пуляют и дают лютый дамаг. И мы некоторые команды вот этим пиком аж так разносили, что они просто не понимали, что произошло. Но мы не решились на этот пик, и если бы можно было вернуть спать, я бы думаю, я бы пошел бы на этот риск. Чисто проверить, потому что у нас и так, в принципе, особо первый сейф не пошел, но мы на этот пик не решились, и, может быть, это тоже где-то, в частности, зарешало. Уверенности не хватило. А то, что вот изначально сразу все пошло не так, чуть-чуть сыграло роль в том, что вы дальше стали менее уверенно играть? Или более растерянно? Думаю, что во втором сете нас просто закрыли метателем. Мы предполагали, что они пойдут именно этим, мы уже понимали, что нас этим закроют, но мы не думали, что они встанут вдвоем на мид. Они просто один лайн пустым оставили. Мы думали, что если они метатели ставят мид, а того справа, то у них будет не особо комфортная игра, но они забили на один лайн и просто пошли вдвоем на мид. И как бы наш прогноз, он был... Читаем, чем именно они пойдут, но он не сработал. А так, я бы сказал, что к третьему сету мы даже проснулись. То есть мы там уже более-менее что-то начали играть, но уже было слишком поздно. Расскажи историю про мемы от Трайба. Наверное, тяжело понять человека, который не играет на про-сцене, просто является админом, делает посты, у него, может, там, не знаю, свой график есть, сколько ему постов надо сделать в день, и вот он готовит их заранее, придумывает. Ну, в принципе, ничего такого меня прям особо не задело, но там предыстория. Да. Трайб после игры с Нави запостил несколько не очень приятных мемов, которые, как бы, не знаю, нам показались... Как минимум, может не оскорбительно, но как минимум без уважения. Точно. Я там в своем посте, проиграв такой жесткий как бы матч, 0-3 отлетев, я написал GG, типа Tribe, well played, а в ответ типа тебе такое прилетает. И просто я это знаю, эту тему. В 2020 году, когда кто-то кого-то донимал весь год, а в конце ему ответка прилетела такими же мемами, они супер там чуть ли не расплакались, аж посты писать побежали. И как бы, ну, если ты с иронией ко всему относишься, то почему ты не принимаешь это в свою сторону, когда это спорт и любой здесь может проиграть? А как бы вот этот момент непонятен. А так, в целом, на этот мем пофиг, но я смотрю, многие не оценили в тех же комментариях и там писали даже не те, кто наши фанаты, а просто любые игроки что-то. Ну, странный мув. Что самого прикольного в том, что вы смогли приехать на LAN-турнир? Наверное, всех увидеть вживую, не только игроков, там, тренеров и так далее, стаф, но и всю команду Brawl Stars, всех, кого ты там смотришь, Бравл Толки, всех знаешь давно, с теми же игроками ты всеми соревнуешься и видел их. Кто-то тебе открылся с невероятной стороны, что супер крутые челики, кто-то, кто казался супер крутым, не буду называть типов, но показались вообще, как бы разочаровался в них. Есть такие тоже игроки, но в целом это реально незабываемо. Я думаю, что даже приедем в следующий лан, какой-нибудь турнир, и может уже будет легче играть.
покажем лучший результат. Хоть мы и в этот раз тоже сильно работали, но мне кажется, не будет таких эмоций, как именно вот в первый раз, когда ты встретил всех, кого супер давно знаешь. Вот именно первый лан, мне кажется, сильнее всего запомнится. Хоть и сам результат у нас был не очень. Как думаешь, в дальнейшем будут чаще проводиться лан-турниры от Supercell? Хотелось бы, да, надеяться на это. Но пока нет никакой информации, да, об этом. Вообще, насколько я знаю, мы сейчас-то еще не досмотрели финал, но всегда, когда финал подходил к концу, закидывали какой-нибудь этот трейлер, ролик или какую-то пасхалку, всегда оставляли на конец. Может быть, мы сегодня тоже увидим. А так, есть просто формат, что там слоты срезали в Европе, во всех регионах станет сложнее играть. 3 отберутся по поинтам, остальные будут играть в сетке, last chance qualifier. И все, кто не пройдут, соответственно, шанс потерять. То есть сейчас будет все сложнее. Планы на оставшиеся 2 дня, сегодня-завтра? Просто отдохнуть, почилить, насладиться моментом, потому что, как нас учат в команде, была возможность пообщаться с очень крутым психологом Мариной, и за это огромное спасибо. Вы общались с ней уже после игры? Да, чуть-чуть общались, но не прям так кардинально, но еще, да, будет возможность, но в любом случае она учит наслаждаться моментом, что где ты уже есть, и как бы оно ни шло, и вот это реально помогало, и даже летя 0-2, я в душе до последнего верил, что мы сейчас будем камбэчить, но как бы все, что наше, от нас не уйдет, если ушло, значит, в этот раз было не наше. Да, верю, что это очень крутой опыт, и дальше в следующем году, или может чуть раньше, вы покажете себя еще лучше. Да, обязательно, будем стараться. И в этот раз мы очень жестко готовились, просто я считаю, что это 2 разные ступени. Они как бы с собой между связаны, сильно подготовиться и выступить. Они связаны очень, но они друг от друга чуть-чуть по-разному все равно работают. Ты можешь супер круто пахать, как мы это делали, но выступить очень плохо, как и вышло в этот раз. И я думаю, в следующий раз мы эту ступень и ту ступень попробуем захватить вместе, чтобы они были обе идеальны. Мы пришли посмотреть, как же проходит полуфинал и финал чемпионата мира по браву и насладиться красивой игрой. Сегодня просто один из самых лучших дней моей жизни, потому что мы приехали в Париж аж из Женевы, и мы не посмотрели, что билеты были уже все распроданы. И мы за 2 часа до матчей пришли на кассу, и там сидели почти 2 часа и искали способ, как, получить билет. И за полчаса до начала матчей подошел один из менеджеров Supercell. Он не смог зайти, у него там были проблемы, и он с нами, получается, попал на кассу, и то есть он нам подогнал браслеты бесплатно, мне и моей маме, и мы смогли пройти. Еще сегодня я увидел мою любимую команду Нави, с ними сфоткался, увидел еще ютубера моего, не любимого, но ютубера, которого я люблю. Нелюбимого, я нелюбимый ютубер. И очень много всяких крутых команд, и просто получил очень много всяких радостных чувств. Да. Откуда ты? Я из Украины, из Киева. Район говорить не буду, это не надо никому. Все. Я очень рад. Меня зовут Назар. Мне 13 лет. Давно болеешь за Нави? Да, еще до начала прошлого чемпионата. Также еще за Нави в CSGO болею. А кто твой любимый игрок в CSGO и кто брал Brawl CSGO это, наверное, Simple или Beat. А Brawl Stars это либо Куб, либо Нави, либо MMA. December 12 will release the update, which is the Brawly Days update, and also the Brawlyversary update, which means a lot of free rewards for you all. Не могу не рассказать вам очень забавную историю про нашу подушку Нави. Вчера мы ее одолжили Ауруму, чтобы он болел за Нави максимально. И к нему подошел создатель пинов и сказал, что она обалденно красивая, что там очень крутая детализация, из вот такого пина сделать огромную подушку. Короче, он был в восторге, и мы тоже в восторге, что у нас получились такие классные подушки-игрушки. Именно поэтому мы решили, что такая подушка точно должна оказаться у одного нашего зрителя, и мы решили ее разыграть. Все условия конкурса вы можете прочитать в описании, и, конечно же, не забывайте покупать пин Нави.
Это так мило и приятно, на самом деле. Мы только что подарили нашим любимым командам и участникам Supercell наклеечки стикер-паки Na'Vi. И вот прямо сейчас на сцену Стамина вышли, наклеив вот здесь Na'Vi Pin. Блин, это так круто. Очень интересный финал. Z0 против Z1. Это команды из одной организации, но которые между собой все время соперничают. Тут прям очень интересно, кто же выиграет в этот раз, потому что и Z0 несколько раз выигрывает месячные финалы, и Z1 тоже очень сильная команда, так что интрига. Кто выиграет, Z0 или Z1? Z. Надо как-то беречь свою... Не знаю. Ну, я за Zero буду. Просто потому что Ачапи предложил Макер поменяться. Кубик, я знаю, что ты, в принципе, всегда все очень просто воспринимаешь, проще, чем другие люди. И вот поэтому хотела слышать о том, как ты себя чувствовал на сцене. Сложно. Очень сложно, если честно. В первый раз, типа, сложно преодолевать вот такие вот эмоции. Но чувствовал себя чуть-чуть некомфортно в плане наушников. Там они что-то всегда задевали, и пришлось их обратно ставить на место. Слушай, прости, что перебиваю. Другие команды о таком тоже говорили, или это только вам так не повезло с этим наушником? Я не слышал, если честно, но нам некомфортно чуть-чуть было. Ну, именно мне, не говорю за ребят, в этом плане только мне, по сути. Ну и все. В остальном прикольно, на сцене очень прикольно. Чуть-чуть тихо было слышно тренера, и был слышен зал прям из наушников. Типа недостаточно, что на фоне все орут, еще и из наушников ты это слышишь. Тоже чуть-чуть дискомфортно, а так все нормально. Не совсем как ожидалось, да? Думаешь, да. Думал, шумоподавление получше будет. Наушники, что там, не Logitech, наверное, да, были. Да, наушники какие-то. Какие, по-твоему, были основные ошибки у вас? Не хочу об этом говорить, без комментариев. Хорошо. Ты как человек, на которого вылилось, ну, как бы меньше хейта, вот я видела, про всех писали, но про тебя прям вообще ничего не писали. Как оцениваешь, в принципе, вашу командную игру? Отлично, мы очень сильно подготовились, но, к сожалению, в целом ситуация у нас худшая из всех команд. Есть много нюансов, которые подписчики не знают и о которых мы не будем говорить, но ситуация, конечно, у нас такая 50 на 50 по сравнению с остальными командами, но мы сделали все, что смогли. Считаешь ли ты справедливым, что сейчас нет возможности играть онлайн, что все играют на сцене? Не, это прикольно, это опыт. Я хочу, чтобы больше туриков появилось, на которых будет ван. В принципе, как в других играх, там, CS, Dota и так далее. Когда ты забивал, по-моему, 2 гола забил, да, на Броуколе? Не помню. Возможно, забыл. 2. Мне кажется, 2. Или 1, или 2. Думал, что вот сейчас, типа, все переменится, и вы будете выигрывать? Да, там был моментик как раз таки, где я не забил. Я думал, что это гай-гай, мы начинаем камбэчить, но чуть-чуть обосрался, так что, оказывается, мне повезло. Бывает. Самое прикольное на этом лан-турнире? Люди. Все вокруг, которые тут сидят, типа, не очень прикольные. И прикольно, в принципе, со всеми встретиться, в которых ты просто играешь в игре, ну и увидел всех первый раз в VRL. Очень прикольно. Что нам ждать от Na'Vi в следующем году? Ну, если нас оставят. Если никого не кикнут. То получше результатов, чем в этом году, точно. Хотела сказать, пишите в комментариях, кого кикать. Но не надо. Кто первый, кто второй и так далее. Ладненько, спасибо тебе. Да, спасибо и вам, конечно. И спасибо всем, кто нас поддерживал до конца. Без вас, конечно, было бы очень сложно, намного сложнее поиграть на сцене, в принципе, турниры играть. Ура. Сердечечко чисто.